Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. В посылку, полученную Диланом, входит детский комбинезон, пропитанный кровью. Когда Дилан видит это, он шокирован, кричит и начинает в панике говорить, говоря, что нам нужно защитить Мирана. Тем временем, пока Миран беспокоится и плачет, Берен пытается успокоить Дилана. Когда Цеврей говорит Джевдету «давай разведемся», Джевдет злится. Откуда он взялся? Скажи мне что-нибудь, что происходит. Когда я спрошу Цеврей, что происходит с Первином? Я видел тебя в парке. Джевдет очень злится, когда слышит вопрос Цеврии, и говорит: раз ты хочешь развода, давай разведемся. Точка. Когда он слышит голоса Дилана и Барана, и к ним подходят Гуль и Ферат, Баран отдает Мирана Гулю и говорит: забери его отсюда. Пока Дилан изо всех сил пытается сказать «нет, не забирайте моего сына», Баран не дает ему уйти, обнимает его и говорит, что никто не тронет нашего сына, пожалуйста, успокойтесь. Гуль и Ферат спрашивают, что это за человек, как он может делать все это из тюрьмы. Затем она и Ферат решают никому не рассказывать об инциденте с ребенком, пока эти события не утихнут. Когда Дилан успокаивается, он и Баран приходят в комнату Мирана. Хотя Берен всегда говорит, что хорошие вещи произойдут, что все закончится благодаря всем нашим усилиям, Дилан никогда не верит, что это закончится. Когда Берен говорит, что у всего есть конец, даже у плохого, Дилан говорит, что теперь я в этом сомневаюсь. Затем, сказав Барану, что мы не можем так продолжать, Баран, он поворачивается к Мирану и говорит, что есть ты, единственная истина теперь, это ты, и он говорит Барану: пойдем, оставим все отсюда. Жители особняка не могут прийти в себя от шока от этого происшествия и говорят, что на этот раз Джавахир зашел слишком далеко. Когда Дилан говорит Берану, что я серьезно отношусь к поездке, Беран говорит: я знаю, что ты переживаешь трудные вещи, наши эмоции сейчас очень сильны, мы можем говорить друг другу неправильные вещи, давай поговорим об этом позже, давай немного пообщаемся. Отдых. Они выходят из комнаты, и во время прогулки у Дилан внезапно кружится голова и ей хочется упасть, поэтому Беран держит ее. Когда Баран сказал: я хочу уйти отсюда в место, где нет страха, враждебности и крови, Баран сказал Дилану: пожалуйста, давай поговорим позже, всему свое время. Сидели внизу, тоже слышали, как они разговаривали. Когда Дилан приходит в комнату и говорит: мы ее помыли, у меня такое чувство, что следы крови не выйдут, даже если я буду мыть их несколько дней. Пока он говорит об этой крови, Берен прерывает его и говорит: мы выиграем. Если не поддашься таким угрозам, он ничего не сможет сделать. Когда Дилан говорит, что я хочу жить обычной жизнью со своим сыном и любимым человеком, Берен говорит: разве я не хочу? Дилан говорит: я знаю, что ты думаешь и грустишь, я говорю это не для того, чтобы тебя расстроить, пожалуйста, пока у нас есть крыша над головой и кусок хлеба, я буду счастлив с тобой где угодно. Баран говорит себе: я никому не позволю говорить, Баран Коробей убежал от врагов, так почему же они не говорят Дилан, когда говорят я? Когда Берен спрашивает, как далеко мы убежим и будем ли мы счастливы вдали от семьи, Дилан отвечает: ты прав, но мне надоело, я больше не хочу войны. Когда Берен говорит, что я тоже не хочу войны, но я должен, я не закончу, пока война не закончится, Дилан говорит, что война не закончится, всегда начнется новая, мы теряемся среди этого зла. Когда Берен говорит: я не могу пойти, послушай, ты любила этого мужчину, теперь не жди, что я буду таким, как кто-то другой, Дилан говорит: по крайней мере, подумай о Миране, но Берен выходит из комнаты, говоря, что нечего делать. Думать о... Хотя господин Кудрет и Ферат думают, что цель Джавахира – спровоцировать Барана, Баран злится, и они хотят остановить его, но им это не удается. Берен садится в машину и уезжает. Гуль заходит в комнату рядом с Диланом и спрашивает брата Барана: я слышал, что ты сказал, так ты действительно хочешь пойти? Дилан говорит, что я хочу пойти, а Баран не хочет, я не знаю, что делать, он очень строгий в этом отношении, я не могу никуда идти без Барана, говорит Гуль. Он говорит, что все, о чем я думаю, это о том, что с Мираном что-то случится, и я просто ухожу, и не могу придумать другого варианта.
Когда Джевдет и Цеврии спорят о проблеме, которую обсуждали Харун и Ясмин, все просто смотрят и не могут понять, что происходит. Когда Баран идет к Джавахиру и оскорбляет его, Джавахир говорит, что если вы пришли сюда, чтобы оскорбить меня, то вы пришли сюда зря. Когда охранник слышит их голос, Беран уходит. Дилан спускается вниз с Мираном, и когда она спрашивает, где Баран, она говорит, что у моего брата Ферата были кое-какие дела, и он ушел. В этот момент к ним с волнением приходит господин Кудрет и сообщает, что они задержали Ферата Барана. Когда Дилан говорит, что Джавахир определенно что-то сделал, верно. Его уже задерживали из-за него, господин Кудрет говорит: «Успокойся, девочка, мы пойдем и заберем его вместе с Фератом». Дилан всегда будет продолжать в том же духе, потому что единственное, что он знает, это сражаться, и лучшее, что можно сделать, уйти отсюда. Когда от Барана долго нет вестей, Дилану становится очень не по себе. В этот момент приходит Беран, и Дилан радостно сообщает радостную новость о том, что смотри, сынок, твой отец прибыл. Пока Баран приходит к Дилану, Гуль уходит. Когда Дилан спрашивает: «С тобой все в порядке, что случилось, откуда взялось это задержание?» Беран отвечает: «Я в порядке, все в порядке». После того, как Дилан говорит: «Ну, ты со мной, это главное», Беран любит Мирана. Любя, Дилан замечает синяк на его руке и спрашивает, что случилось, но Беран не считает это пустяком. Когда тетя замечает, что Цеврия в плохом настроении, и спрашивает, что случилось, Цеврия говорит, что видела Первина и Джевдета рука об руку. Когда дядя Кинан говорит: «Твое лицо никогда не было таким, скажи мне, что случилось», он говорит: «Он видел меня и Цеври и Первин в парке, он думает, что между нами что-то есть, он хочет развода». Хоть дядя Кинан и тетя Кинан говорят, что тебе нужно поговорить, это не так просто, это разрушает твой дом, ни один из них их не слушает. Когда Беран усыпляет Мирана и приходит в комнату Дилана, Дилан просит его рассказать, что произошло, Баран не хочет и говорит не сейчас. Тогда Дилан: «Джавахир не отказывается от общения с нами, и когда мы говорим: давай уйдем, Баран выходит из комнаты, говоря, что не поднимая одну и ту же тему снова и снова». Когда Баран и Ферат в гневе пытаются принять какое-то решение, господин Кудрет говорит: «По крайней мере, подумайте о своих женах, разве вы не видите, как они напуганы?» «Баран Дилан хочет уйти отсюда сейчас», — говорит Ферат, «они тоже поймут, что корабеи никогда не откажутся от борьбы, чтобы ты не говорил: я здесь, брат». Господин Кудрет говорит: «Ребята, подождите минутку и выдохните». Когда госпожа Азади и Гуль спрашивают, как поживает Дилан, Дилан отвечает, что она очень сильная и усталая. «Моя единственная забота – защитить моего сына, но я знаю, что Баран тоже такой, поэтому он каждый раз бросается в огонь». Пока они разговаривают, Акиф приходит в комнату Барана и объясняет, что посылку отправил не Джавахир и что он не имеет с ним никакой связи. Беран говорит: «Но он сделал это, а я сделал то, что было необходимо». Когда Акиф сказал: «На этот раз сохраняй спокойствие и не попадай в беду», Баран почувствовал дыхание волка на своей шее: «Я сделал это один раз, я сделаю это снова». Дилан слышит эти разговоры, когда подходит к двери кабинета, его глаза полны слез, он закрывает дверь и уходит. Когда они собираются вместе в спальне, Дилан целует раненую руку Барана, а Баран обнимает ее. Беран берет перевязочные материалы и приносит их Дилану. Дилан одевает его и говорит: «Баран, мы провели так много времени в страхе, наши дни были потрачены впустую. Сегодня один из них заключается в том, что когда мы говорим о том, чтобы жить обычной, счастливой семейной жизнью, но есть еще заботы, переживания и страх, Баран говорит, что сегодня пройдет уже почти время, когда мы оглянемся назад, будет не осталось ни беспокойства, ни страха». Когда Дилан говорит: «Я купил билеты в Германию для нас троих», Беран говорит: «Что ты скажешь?». Когда Дилан злится, потому что он не спросил моего мнения, Дилан говорит: «Я пригласил тебя войти». Утро. Баран говорит, что я говорил тебе, что мы не убежим, мы останемся здесь и будем сражаться. Несмотря на то, что Дилан умоляет вас не прерывать это немедленно и подумать об этом, он говорит, что я сказал то, что сказал бы, у меня есть красная линия, я не позволю никому говорить, что он сбежал. Дилан — это не побег, перемены, отъезд, наша единственная красная линия.
Когда Миран говорит, что если ты не придешь, я пойду с сыном, Баран держит его за руку и говорит: ты не можешь уйти, ты победил. Никуда не уходи, и выходит из комнаты. Пока Дилан сидит на кровати, подходит Беран, поворачивается спиной и ложится, ничего не говоря. Дилан подходит сзади, прижимается к ее щеке и обнимает. Беран держит ее за руку, и его глаза наполняются слезами. Затем он поворачивается к Дилану и берет ее руки в свои, лаская ее лицо. Они оба ласкают лица друг друга и смотрят друг на друга. Утром, наблюдая за Диланом, Беран внезапно понимает, что ему снится кошмар, и пытается его разбудить. Дилан вздрагивает и тут же бежит к Мирану. Когда Баран следует за ним, Дилан плачет и спрашивает, почему мы через это проходим, в чем наш грех их обнимает. Затем Беран спрашивает Дилана, когда вылетает самолет. Когда Дилан говорит, что в 12 часов дня, Беран говорит, что тебе лучше начать готовиться. Когда Дилан спрашивает о тебе, Беран говорит: я не пойду, ты идешь с Мираном, если тебе от этого так хорошо, со мной все будет в порядке, но в то же время он не может сдержать слез. Мужчина звонит на работу Ясмин, и человек, с которым он разговаривает по телефону, говорит: будьте осторожны, мы должны увести девушку от себя. Он рассказывает адвокату о том, как Джавахир Баран оказал ему большую услугу. В то время как дядя Кинан и тетя Кинан расстроены ситуацией Джавдета и Цеврии и собираются поговорить, чтобы исправить недопонимание между ними, Джавдет говорит, что мы утром пошли к адвокату и начали бракоразводный процесс. Дядя Кинан, когда Цеврии говорит: сколько лет у тебя был дом и ребенок, ты прав, дядя, я бы хотел, чтобы все вели себя соответственно, Джавдет говорит то же самое. Когда моя невестка злится и говорит: я задам тебе один вопрос, но ты скажешь правду, разве вы не любишь друг друга, они обе замолкают. Дилан прощается со всеми в особняке. Всем очень грустно, что Дилан и Миран уходят. Слезы текут, когда Дилан и Баран выходят из двери особняка. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.